Сегодня готовим вкусное блюдо из простых кабачков. Всем привет, друзья! Итак, нам понадобится два небольших молодых кабачка. Берем терку и полностью все два кабачка натираем на крупной терке. После того, как вы натерли кабачки, в эту глубокую тарелку добавляем 1 чайную ложку соли. Берем ложку и очень хорошо перемешиваем кабачки с солью. Затем тарелку отставляем на несколько минут в сторонку. Далее в отдельную глубокую тарелку нам нужно вбить 4-5 куриных яиц. Если у вас куриные яйца будут крупными, вбивайте 4. Если более мелкими, как у меня, вбивайте 5 штук. К яйцам добавляем пол чайной ложки соли, пол чайной ложки смеси разных перцев, 1 столовую ложку сметаны. У меня сегодня покупная 20% жирности. Затем берем венчик, ложку, либо же вилку, кому чем удобнее, и яйца со сметаной нужно будет очень хорошо взбить. После того, как взбили яйца, берем кабачки, очень хорошо отжимаем из них полностью всю влагу и отжатые кабачки отправляем в тарелку к взбитым яйцам. Дальше берем ложку и очень хорошо нужно перемешать полностью все кабачки с яйцами. Затем в эту тарелку кабачкам с яйцами нужно будет добавить 3 столовые ложки с горкой муки. Затем еще раз хорошо все перемешиваем так, чтобы нигде не осталось комочков из муки. Далее берем противень, застеленный пергаментной бумагой, и полностью все, что есть в миске, отправляем на противень. Противень у меня стандартных размеров, который идет в комплектации вместе с плитой. Пергамент у меня силиконизированный, поэтому я его ничем не смазывал. Затем берем ложку и стараемся полностью по всей площади противня разровнять равномерным тонким слоем. После этого противень отправляем в разогретую духовку до 200 градусов на 25-30 минут. Но внимание, следите за выпечкой по своей духовке, потому что у всех они разные и выпекают по-разному. Время может быть либо больше, либо меньше. Пока все будет выпекаться, мы приготовим очень вкусную начинку. Берем одну упаковку сыра Филадельфия. Вес упаковки у меня 200 грамм. Можно также взять 2-3 плавленых сырка вместо этого сыра. К сыру добавляем измельченную зелень. У меня сегодня укроп. Еще берем 3-4 зубчика чеснока, и его нужно будет пропустить через чеснокодавку. Еще нам сюда нужно добавить 1 столовую ложку майонеза. Ну а затем нужно будет все хорошо перемешать. Дальше нам понадобится еще 2-3 помидора, и полностью все помидоры нужно будет нарезать полукольцами. Через 30 минут достаем противень из духовки, отставляем его в сторонку на 10 минут, для того, чтобы он не был таким горячим, чтобы сыр нам не поплыл. Затем берем полностью всю начинку, которую готовили, и полностью все, что есть в тарелке, отправляем на кабачковую выпечку. И стараемся полностью всю начинку распределить равномерным слоем полностью по всей поверхне кабачков. Далее берем нарезанные помидоры полукольцами и раскладываем их 3 полосками, так как показано в ролике. Ну а после этого стараемся все аккуратно свернуть в плотный, красивый, тугой рулет. Затем этот рулет заворачиваем в тот же пергамент, в котором все выпекалось, и отправляем в холодильник примерно на 1 час, для того, чтобы оно все хорошо застыло. Ну и примерно где-то через час разрезаем рулет на порционные кусочки и наслаждаемся обалденнейшим блюдом из простых кабачков. Получилось все невероятно вкусно и очень-очень аппетитно, друзья. Ну что ж, на этом у меня на сегодня все. Вот такой вот необычный, очень простой и легкий в приготовлении рецепт из кабачков сегодня получился. Если вам понравилось, я думаю, вы знаете, что нужно сделать. Пишите в комментариях также свои рецепты с кабачками. Также посмотрите один из классных прошлых роликов с кабачками, тоже очень вкусный. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока!